Что ж, узнаем, как путешествия делают тебя успешнее. Прошлым мартом я был в Сиднее и встретил в одном из хостелов украинца, ему 55 лет, Валерий, его так звали. И когда я ему рассказал то, что мне 25, и я путешествую по миру, был уже в 38 странах, и сказал, что у меня есть бизнес в Санкт-Петербурге, что он довольно успешно развивается, он посмотрел на меня так с горечью и сказал: какой же ты дурак, что ты вот сейчас это время тратишь, а ведь ты можешь сколотить состояние для себя, для своих детей и затем начать путешествовать. И я так посмотрел на него, понимаю, что спорить бесполезно. И как это ни странно, так думает большинство, что путешествие – это следствие успеха. Но никто не задумывается о том, что успех – это следствие путешествий. А здесь, наверное, какая-то штучка у вас там внутри, вроде батарейки, нет? Извините. Мало кто задумывается, что успех – это следствие путешествий. А что такое успех? Успех – это какие-то положительные результаты. Они могут быть достигнуты только благодаря вашему развитию, каких-то достижений. А представьте, вот работаете вы по найму или у вас своя компания, кто достигает большего? Наверное, те люди, у которых в головах какие-то нестандартные идеи, какие-то шаги, которые они принимают. То есть в бизнесе достигаются яркие какие-то результаты благодаря нестандартному ходу, какому-то маркетингу. Если вы работаете на кого-то, то если вы проявляете себя и помогаете разрешить какую-то ситуацию, вас повышает. Ну и в конце концов, если вы делаете какое-то неожиданное и красивое признание любви своей девушке или парню, то вы достигаете какого-то успеха. И к чему мы приходим? То, что успех зависит от идей. В прошлом году я решил отправиться в Америку и, не просто так, чтобы вот попутешествовать, а создать какой-то полезный проект. И сказал общественности в социальных сетях, что я отправляюсь как молодой предприниматель, буду ловить какие-то интересные, классные бизнес-идеи для российских стартапов. И сказал, что за 21 день я найду 21 интересную бизнес-идею. Подписывались люди, которые сказали: вау, как классно, и подписывались люди, которые хотели посмотреть на мой провал. Но что же я сделал? Для меня путешествие – это самый главный стимулятор идей. И что я сделал, так сменил обстановку. Я сменил места, и я начал общаться с какими-то людьми. Говоря о местах, когда мы путешествуем, к этому можно отнести какой-то вид, который мы видим, картинку, запахи, звуки. Мы видим какие-то поведения других людей, как модели, знаете. К примеру, эти картинки, они могут показывать вам то, о чем вы ранее даже не задумывались. Когда я был в Амстердаме, я увидел, как велосипед можно использовать как городской транспорт. И тут я сразу приезжаю домой, смотрю на свой балкон и вижу горный велик. Классный, крутой горный велик. Но зачем он мне нужен здесь, в городе? Чтобы тянуться за рулем или чтобы тратить свою энергию и слышать, как протектор ее уничтожает? Но я никогда не мог задуматься, потому что, когда я был на Сахалине, рос со своими родителями или приехал в Петербург, горный велик был классным. Но на самом-то деле идея в том, что мы никогда не задумывались о том, чтобы выйти за рамки. Или когда, например, вы ездите в Таиланд, вы видите, как местные люди едят жареных тараканов или гусениц в кляре. И говорят: вот это здоровая пища. Вы думаете, какая здоровая пища? Они говорят: это протеины. И звуки. Но самое главное, это даже не то, что вы видите, это то, с кем вы общаетесь. Когда вы приезжаете в какой-нибудь другой город или страну, у вас есть какой-то набор суждений, набор принципов. У другого человека в другой стране свой набор принципов. И когда вы общаетесь друг с другом и затем разъезжаете в свои страны, у каждого из вас есть две точки зрения на одни и те же вещи. И нас с вами в России живет больше 140 миллионов. Но, тем не менее, в головах у нас практически одно и то же. Выглядит это примерно так же. То есть более-менее мы можем мыслить одинаково. Но когда
вы уезжаете за пределы, вы видите совершенно другие примеры. Однажды я бежал по пляжу недалеко от Мельбурна, это тоже было в Австралии, и увидел улыбающихся мне пожилых людей. И я решил познакомиться, почему же они так мило улыбаются. Я не привык видеть в Петербурге, когда иду, что какая-то бабушка в метро просто улыбается, смотрит на меня, просто подойди, поговори со мной. Как-то непривычно. А тут они мне, hey, how you doing? Я думаю, что вам от меня нужно. Но я подошел, сказал, hi, I'm from Russia. А они такие, да, ничего себе, так далеко. И мы стали мило беседовать. И я вижу людей, которым, как казалось, 80 лет. Выглядят они на 60, но разговаривают и доносят мне мысли, как будто передо мной стоят 25-летние люди. И я невольно спрашиваю, как же так? Почему вы выглядите счастливыми? Вы выглядите успешными, ведь успех не исчисляется деньгами. Это разные области нашей жизни. Работа, личная жизнь. В чем? Почему? Они сказали, ну а что мы делали? Мы путешествовали и откладывали деньги. На отложенные деньги, выйдя на пенсию, купили дом, который сейчас покомнатно сдаем, и принимаем туристов со всего мира. А они нам рассказывают, как они живут, как они путешествуют. У нас есть чудесные внуки. И я думаю, вот это да, передо мной стоят успешные люди. И почему-то, когда я приезжаю в Россию, я вижу людей, которые сдаются после 60, которые выходят на пенсию в 55 и начинают все, государство от нас не заботится, денег не платит, таблетки подорожали. Это все, о чем думают. А не то, что, друзья, несите радость в массы. Нет, никто так почему-то мне не говорит в России. И таких людей довольно много. В Сан-Диего я жил у темнокожего гея, который ходил в носках по улице. Для меня было весьма это необычно. То есть, как бы, парень, у тебя же ну ладно, в принципе, не грязно так. Мы с ним вечером, то есть я видел, как он встречается со своими друзьями, обнимается, и он меня так обнял, как бы, да, ты мне, ну, классно, да, но совершенно как-то, может, более внимательно, я не знаю, это назвать. Nice t-shirt, он так сказал первое, да. И вечером мы пошли с ним в бар. Он сказал, пойдем в бар. Я думаю, блин, Калифорния, бар, вот это круто, вот это да. Когда мы пришли в бар, я думаю, блин, надо показать друзьям, что я в Калифорнии, в баре, Сан-Диего. Начинает чекиниться, и это ваш первый гей-бар. Well, если бы не экспорт в Твиттер, то все было бы в порядке. Я совсем забыл о нем, об этом экспорте, поэтому не успел удалить там. Ну, разные. Но тем не менее, спасибо. Тем не менее, я рос в такой семье, в такой стране, где понимание отношения к людям нетрадиционной ориентации было абсолютно очевидное. И я как бы опасался этого всего. Но тут я видел, вот они живут, вот как бы, да, я такой. И я вижу, как они общаются, и я понимаю, что люди, которые не путешествуют, которые не видят таких людей, они просто не вправе судить этих людей. Потому что на каком основании? Так знаете, как работать, я не знаю, осуждать сетевой маркетинг и говоря, что это лохотрон. Я сам работал, продавал косметику Oriflame. Могу сказать, достойный бизнес, просто нужно много работать, вот и все. Но гораздо проще же осудить. Другой случай, в Лас-Вегасе я жил в невероятных просто лакшери апартаментах на 30 этаже на главной улице Лас-Вегаса с международным предпринимателем. И все, что мы делали, это спускались вниз к бассейну с утра, он привозил какой-то холодный чай и беседовали о бизнесе. Ездили на его Dodge Challenger по Лас-Вегасу, было все прекрасно. И все это бесплатно. Просто потому что я написал ему письмо через специальную социальную сеть, которая называется couchsurfing.org. Это как раз к тому, что откуда берутся все эти люди? Казалось бы, какой-то басня, какой-то, как будто жизнь, не жизнь, а фильм. Но это так же просто сделать, как это получается у других путешественников. Есть специальные ресурсы, то есть на улице, когда мы ходим, довольно сложно сразу же найти человека, который будет вам интересен. Можно, конечно, каждому знакомиться, улыбаться, но тем не менее гораздо проще написать с интересным людям сейчас открытые сети и посмотреть интересный профайл. Поэтому, зайдя в couchsurfing.org, что мы делаем между собой, между путешественниками? Мы просто
когда куда-то едем, зачем мало того, что тратить лишние деньги, и во-вторых, оказываться тем маленьким ребенком в большом городе, который не знает, куда идти, и вот этим бесконечным туристическим путеводителям следовать. Нет, не в этом весь интерес, не там идеи, не там успех, а в людях, которые тоже путешествуют, которые гораздо более с широкой картиной мира. Поэтому, соответственно, когда вы едете, вы просто живете у другого человека, и за это ничего не платите. Вам просто нужно платить своим вниманием. Вам просто нужно рассказывать, как вы живете. В Австралии я вообще стал героем после того, как рассказал, как русские пьют водку. То есть, к слову, в Австралии очень хорошо говорят по-английски и абсолютно непонятно, даже если вы неплохо говорите по-английски, потому что они как будто жвачку жуют. И все постоянно подстегивали: ага, Russian водка, ты, наверное, только и делаешь, целыми днями пьешь водки. Вот такой стереотип просто на мне поставили. Почему? И я спросил: ребята, вы вообще знаете, как пить водку? Они говорят: ну как, вы, наверное, чистой пьете. Я говорю: да нет, у нас есть несколько способов, давайте я покажу. Они так: способы? Ну давайте. Они купили водки, я купил соленых огурцов. Они говорят: что, мы не будем есть соленые огурцы, что ты смеешься? А это что? Это что, селедка с луком? Ты просто смеешься. Да нет, вот. И когда они попробовали, они так: вау, мы больше не хотим по-другому это делать. Я говорю: да, мой дед пел, и мой отец, и вы так тоже будете пить. И недавно я принимал словаков у себя дома, когда у вас недостаточно времени или, может быть, средств, это довольно иногда затратно путешествовать. Вы можете просто благодаря этой социальной сети принимать людей. И опять же, у нас есть главный стереотип о том, что эти люди опасны, о том, что они вот по-любому украдут наши матрешки, которые мы от бабушки досталось. Наш веник ценностный, он уже такой треугольный уже, но его все равно украдут. И моя мама всегда думала: какие поляки, что они делают? Мам, я просто на работе, нет времени, мы вечером встретимся, у них ключ. Как ключ от нашей квартиры? Ай, да, мам, да все в порядке будет. Ну ладно, сынок, вижу, что у тебя все хорошо. Это все дает путешествие. Meetup.com — это прекрасный сайт, на котором вы можете посетить какое-нибудь событие, что-то вроде TED, только по интересам. Благодаря этому бесплатному ресурсу я попал на встречу, где были топ-менеджеры из Гугла и Фейсбука. Просто ребята, они решили рассказать друг другу идеи какие-то новые. И я там оказался и тоже им рассказал, как мы ведем бизнес. Это было безумно интересно, благодаря всего лишь одному сервису. Hospitality Club — это примерно то же самое, что Couchsurfing. Я им редко пользуюсь, но все же хороший ресурс. Помимо того, что вы можете принимать людей или посещать, жить у других людей, вы просто можете в конце концов пить кофе. И опять же, где бы вы ни были, встреча с этим человеком в путешествии даст вам огромное количество знаний. И тот самый стык, вы знаете, помните, квадрат и круг. Все самые классные, успешные идеи, они на стыке. У вас есть какой-то набор принципов, у вас есть какие-то свои мысли. Вам говорят новую информацию какую-то, и только когда она попадает в вашу голову и соединяется, появляется такой синтез между вашими идеями, только там хранятся самые классные идеи, которые меняют этот мир. И каждый из вас может это прочувствовать в путешествии. Не так давно мне написал один американец, он сказал, что «Привет, я Бобби, приезжаю в Питер, давай попьем кофе». Я так: ну ладно, Бобби, давай встретимся, попьем кофе. И передо мной был такой накачанный, классный, татуированный парень, мы сидели, я позвал еще своих друзей, которые все говорят: о, да, позови нас на какую-нибудь такую встречу, мы тоже хотим идей. И этот парень рассказывал о том, что он заработал достаточно много денег, будучи студентом, и начал их тратить. Классные тачки, развлечения. И только спустя время он осознал то, что ради чего это получается такие крысиные бега. Заработал денег, потратил, заработал, потратил. И тогда ему в голову, наконец-то, его в голове созрели мысли об инвестировании, о том, что это единственный правильный путь — откладывать деньги и затем их инвестировать, чтобы затем зарабатывать с помощью денег. И для меня, как и для молодого предпринимателя, который только в начале пути, тем более инвестирования, это довольно сложно. Это действительно кто самый главный инвестор? Люди, которым за 50. Но если мы начнем сейчас,
если мы получим какие-то знания и попробуем, набьем свои шишки прямо сейчас, то представляете, какими успешными мы будем к 50 годам. И, конечно, я его стал терзать, я его стал спрашивать, и он с удовольствием рассказывал. Он сказал, что он продал все свои машины, все свои дома и начал путешествовать и искать возможности для инвестирования. Сейчас ему 33 года, он крупный инвестор, и у него компания по производству медицинского оборудования в Турции. Обо всем вы узнаете абсолютно бесплатно. Люди платят деньги за то, чтобы идти на тренинг к человеку, который успешен, но который зарабатывает на тренингах. Это какой-то абсурд. Это сейчас тренд этого сезона. Но вы можете не заплатить ни копейки. Вы можете прекрасно провести время в своем родном городе. В Екатеринбурге достаточно людей, которые занимаются этим, которые принимают. В Австралии я встретил человека, который путешествовал по России и не был в Петербурге и Москве. Он сказал, да что я там не видел, ну как бы это же так очевидно. А вот что такое Екатеринбург, что такое Саратов? Вот там ты был? Там никто не говорит по-английски. Все это вы можете получить абсолютно бесплатно. В Бразилии не так давно, вот в январе, мне посчастливилось побывать в Бразилии, я жил с предпринимателем, он ветеринарный врач, и он консультирует ветеринарные клиники. Но что больше интересно, у него есть свой блог, у меня тоже свое дело, свой блог, и, в общем, интересно, как совмещать, как вести. И мало того, что он рассказывает о своей ветеринарной истории, еще и про еду. Я говорю, а почему про еду? Он говорит, я похудел с 300 килограмм до 100. И я думаю, покажи. Я не могу поверить, 300 килограмм – это 3 центнера. Просто я только могу пшеницу мерить в этом количестве. И он показывает просто огромный человек. И он говорит, да, вот за 3 года я похудел. У меня обнаружили какое-то заболевание под этими всеми складками. И благодаря тому, что я решился на это, я сейчас живу здоровой жизнью, и об этом пишу свой блог. И такие удивительные истории, их невозможно узнать, не путешествуя. И как говорил французский писатель Альбер Камю, он говорил, что путешествие, как самая великая и серьезная наука, помогает нам вновь обрести себя. И я хочу всем вам, друзья, сказать, путешествуйте, общайтесь с новыми людьми, принимайте новое и никогда не останавливайтесь в свое самосовершенствование. И тогда вас точно всех ждет успех. Спасибо.